Дорогие друзья, давайте сделаем с вами общий расклад и посмотрим, что же происходит в жизни загаданного человека сейчас. Выбирайте, пожалуйста, одну из трех позиций, первая, вторая и третья. И давайте посмотрим. Загадывайте своего человека, может быть даже троих, у кого людей много, которые интересуют. Так, первая, вторая, третья позиции. И начинаем. Первая позиция — единички. Здесь у человека в жизни какие-то глобальные перемены. Причем это может быть связано со сменой работы, со сменой семейного положения, да, то есть какие-то перемены в семье. Это может быть переезд, это может быть какое-то кардинально новое начало. Давайте подробнее посмотрим, что происходит в жизни загаданного человека сейчас. Вы знаете, перемены переменами, но человек как будто сейчас стоит на месте. Он понимает, что эти перемены нужно осуществить, он понимает, что нужно идти дальше, но ему здесь необходима чья-то помощь для того, чтобы шагнуть вперед. Смотрите, по четверке пентаклей очень у многих отыграется наследство, да, получение наследства, решение каких-то финансовых дел, каких-то финансовых вопросов, но однозначно здесь грядут перемены, такие достаточно серьезные, но из-за того, что, возможно, в нересурсном состоянии человек находится, возможно, у него просто не хватает средств для того, чтобы двигаться дальше, сейчас наблюдается некий, так скажем, период стагнации, и нужно принимать какое-то важное решение, потому что стоять на месте дальше нельзя, нужно вот именно двигаться дальше. Да, здесь однозначно, и здесь тоже карта Страшный суд, это перемены, но из-за того, что не получается самому с чем-то справиться, человек себя как будто, вы знаете, вот винит, занимается самобичеванием, он переживает по поводу того, что он сам вот своими силами не в состоянии эти перемены осуществить, и ждет чьей-то помощи, ждет чьей-то поддержки, как будто бы кто-то придет и протянет ему руку помощи. А с чем это связано вообще? Развитие, движение вперед, вы знаете, связано с женщиной. Связано с женщиной, с которой у него могут быть тайные отношения, в которые он может быть заинтересован. Скорее всего, это не вы. Смотрите. Очень у многих может отыграться такой вариант, что вы являетесь любимой женщиной, тайной женщиной, но у человека есть семья, и человек не в состоянии принять какое-то решение в сторону того, что делать, да, разводиться, не разводиться, переезжать, не переезжать, менять, не менять что-то в семье, потому что находится в состоянии нересурсности. Здесь либо денег не хватает, либо не хватает смелости. А что, давайте посмотрим, думает человек о вас непосредственно. Смотрите, ну здесь карта императора. Независимо от того, в каком семейном положении сейчас человек находится, с вами он хочет отношения развивать. Если он сейчас свободен, либо его нынешние отношения, да, семейные, возможно, на стадии развода, на стадии расторжения брака, возможно, там как раз идет вот какая-то дележка имущества, и человек из-за этого не может сейчас делать каких-то шагов, то здесь идет серьезный настрой в вашу сторону, надежда на то, что вы его дождетесь и построите с ним вместе семью. Если же человек разводиться не собирается, то так он и будет занимать позицию законного супруга, но на отношения с вами он настроен. Он понимает, что отношения с вами ему важны и дороги, особенно проиграется для тех, кто в статусе любовницы. Но смотрите, здесь у большей части то, что идут перемены в семейном положении, скорее всего, это бракоразводный процесс, и человек идет с чувствами к любимой женщине, человек идет с любовью к той женщине, на которую он настроен. Что он сделает?
идет как будто бы, знаете, как будто бы в новый брак. Как будто бы в новый брак, карта Иерофант, 4 жезлов, стабильность. Скорее всего, первая позиция. У человека, человек сейчас выходит из каких-то одних отношений, да, и принимает решение вступить в другие. Дай бог, чтобы это были ваши, да, вашу ситуацию вы знаете. Скорее всего, настроен вот именно на построение вот этих вот близких семейных отношений с той девочкой, вот, которая сейчас это смотрит. Хотя не исключаю возможности, что есть здесь еще и другие соперницы, потому что женская карта, Верховная Жрица, выпадала. Скорее всего, не только вам он симпатичен, а кто-то еще заинтересован в вашем избраннике. Но велика вероятность, скорее всего, по первой позиции, что завершает одни отношения и хочет вступить в другие. Вот именно в таком серьезном формате. Благодарю, единички. Идем ко второй позиции. Что у двоечек, у загаданного человека в жизни сейчас происходит? Какая-то поездка, движение вперед. Возможно, покупка машины, возможно, это путешествие какое-то. В любом случае, это прогресс. Что происходит в жизни загаданного человека? Вы знаете, какая-то неопределенность здесь рушится. Здесь такое ощущение, что человек вот пребывал в таком состоянии подвешенности, и женщина, королева мечей, как будто бы все его планы нарушила, либо поменяла, да, вот эту неопределенность устранила. И что же здесь стало? Давайте посмотрим. Да, и здесь человек двинулся вперед. Двинулся вперед навстречу любви. Знаете, здесь как могло быть? Здесь тоже могут отыгрываться несвободные отношения. Скорее всего, супруга, да, либо женщина, с которой человек был в отношениях, поставила точку в их неопределенной ситуации, неопределенных отношениях. И человек пошел к Верховной Жрице. Опять же, особенно отыгрываются для тех девочек, которые в статусе любовницы, либо которые в статусе не супруги. Человек идет сейчас по зову чувств. Человек принял решение, но, вы знаете, здесь решение принять ему помогла вот эта вот женщина. Скорее всего, с ней он находился в отношениях, либо это, знаете, вот какая-то женщина достаточно властная, авторитетная, к которой он может прислушаться. Делает все очень аккуратно. И, скорее всего, переживает сейчас по поводу того, какое решение он принимает. Здесь, понимаете, здесь очень интересно, что решение, которое он принял, да, двигаться вот по направлению к этой девушке, которую он любит, скорее всего, это вы, оно как будто бы не сам он до него дозрел, а вот его подтолкнула эта мадам, мечевая королева. И он теперь переживает, а правильно ли я иду? Хорошо, ты решила, что наши отношения должны закончиться, и я должен идти дальше. Но я-то до этого еще не дозрел. Да, у меня есть чувства, но мне же нужно двигаться вперед по собственному желанию. И у него здесь много страхов. Но со страхами, скорее всего, он справится. И, знаете, есть вероятность, что будет сожалеть об утраченном, будет все-таки сожалеть о тех отношениях, которые у него разрушились. Будет искать утешение, вы знаете, немножечко побудет в состоянии качелей. То он идет в какое-то общество, возможно, на какие-то гулянки, тусовки, для того, чтобы, немножко развеяться. Потом он уходит в состояние отшельника для того, чтобы принять правильное, верное решение. Потому что, еще раз повторюсь, вот это решение о прекращении отношений, это как будто не его решение, да, его к этому решению подтолкнули. А сейчас ему нужно дозреть. Но дальше он пойдет и по колеснице, и по шестерке мечей, и это будет правильное решение. И вы знаете, он прям воспрянет духом, ему просто нужно какое-то время для того, чтобы собраться с мыслями. Поэтому вот этот уход, он, во-первых, способствует его духовному росту. Во-вторых, те отношения, в которые он уходит, они приведут к семье. Причем, смотрите,
у многих отыграется такое, что вы с этим человеком давно знакомы, потому что здесь человек возвращается в какие-то прежние отношения. Вот если вы были с человеком знакомы ранее, да, если вы с человеком были знакомы давным-давно, потом расстались, то вернется, безусловно, к вам. Если же не в отношениях, не были вы с ним в отношениях, то очень вероятно, что вернется в те отношения, из которых он вышел. К чему же это приведет? Смотрите, если человек возвращается в те отношения в другие, то есть риск того, что он в них и останется законным супругом, останется, создав семью, и при этом выстроив вам границы. Если же вы, вот именно с вами были отношения, то он в них возвращается и берет на себя ответственность. Он становится императором, он становится законным супругом. Но в какой-то момент ему потребуется еще время для того, чтобы, ну, так скажем, переварить в себе все вот эти события. Поэтому здесь не стоит на человека давить, стоит уважать его границы и понять, что нужно ему время для того, чтобы полноценно, ну, так скажем, прийти в чувство и полноценно начать делать какие-то вот серьезные шаги, потому что сейчас он находится в состоянии некой растерянности. Благодарю двоечки. Идем к третьей позиции, что сейчас у загаданного человека в жизни происходит. Так, тоже перемены какие-то, правосудие, возможно, решение каких-то юридических вопросов, подписание документов, оформление каких-то вот важных дел, да, документальное, принимает решение, все взвешивает, что у человека в жизни происходит. Выбор делает, старается сделать правильный выбор. Везде у нас верховные жрицы, везде никак у нас не обойтись без тайных каких-то вот отношений. Вы знаете, от отношений с тайной женщиной человек устал. И понимает, вот он сейчас взвешивает правильность своего решения. Он думает, как ему правильнее сейчас поступить. Потому что, скорее всего, здесь треугольники. Но человек понимает, что он застрял. И ему нужно двигаться вперед. Поэтому сейчас он уходит в отшельники, думает о том, какое решение будет правильным в его ситуации, что ему нужно сделать. Потому что тайные отношения его вымотали и измучили. Его это эмоционально истощает. Но здесь человек идет на поводу своих чувств, которые, собственно, его ни к чему не приводят. Он понимает, что отношения, которые, ну, скорее всего, это с вами отношения с вами, они ему, с одной стороны, нужны, потому что вы друг друга дополняете. Но здесь, скорее всего, либо вы, либо он не свободен, потому что верховная жрица, и это ставит ваши отношения в тупик. Причем у него есть на вас планы, у него есть желание идти с вами дальше, развивать отношения, но здесь есть границы, здесь есть преграды. Это, скорее всего, вот именно обязательства какие-то, да, перед другими людьми, перед третьими лицами, которые не позволяют дальше идти, не позволяют что-то менять. И человек от этой неопределенности устал. И нужно с этими трудностями справляться, нужно идти дальше. Поэтому сейчас очень у многих может проиграться пауза. Человеку важен с вами союз. Человек понимает, что с вами у него продуктивное взаимодействие. У кого пауза, однозначно будет примирение. Шестерка кубков, примирение, возвращение. Но человек боится делать этот шаг. Он боится, что все так же останется. Он боится наступать на те же грабли. Но ему очень хотелось бы начать с вами, знаете, вот с чистого листа. И он сейчас пребывает вот в таком состоянии, то ли все разрубить, да, вот прекратить, то ли вернуться и начать с вами с чистого листа. Именно вот это он сейчас и взвешивает по правосудию. Именно этот выбор он и делает. И знаете, надеется как будто бы на удачу. У него очень много страхов, поэтому вот это решение дается ему вообще тяжело. И думать он может очень долго.
Вы знаете, здесь через трудности все-таки человек к вам возвращается, потому что разбито у него сердце. Сердце он может разбить и вам своими какими-то разговорами, какими-то своими поступками. Ему нужен стабильный человек, стабильная женщина в его жизни, да, чтобы вы всецело принадлежали ему. Но он понимает, что сейчас он не может бороться, у него либо недостаточно сил, либо у вас такая ситуация, которую вы не оставите, те отношения, из которых вы не уйдете. И это просто является камнем преткновения. Но здесь очень много чувств, и поэтому человек вас не может оставить. Долго будет мучиться, и, скорее всего, так и будет у вас, знаете, вот ситуация такая, вот взвешивание. Будете стоять, топтаться на месте, не отпускаю, не иду дальше, хотя понимаю, что дальше идти нужно. Здесь очень медленное развитие, здесь еще много сомнений, и, скорее всего, в ближайшее время вот это взвешивание так и будет продолжаться. Человек вас не отпустит, несмотря на то, что вот у него на чаше весов то ли уйти, то ли остаться. Никуда он вас не отпустит. Так и будет эта неопределенность, но, к сожалению, движения вперед здесь тоже нет, потому что принятие этого решения дается человеку очень тяжело, и решить ничего окончательно он сейчас просто не может. Поэтому медленно вы стоите и топчетесь на месте. Благодарю всех за просмотр. Буду рада вашим лайкам, подпискам, комментариям. Увидимся с вами в новых видео. Всем большое спасибо. Всех благодарю. Ой. Всего доброго.